Из магазина приколов. Там сразу... На Чили просто играем прим-лигу с буткемпа. Готово! Пайка! Привет Нет, маме понятно, подписчикам, родителям. Болейте за Бэтбум. Последняя. Опа! Так, родные мои, котята, кошечки, хорошие, мальчики, девочки. Это Артем Лавзуло. Это Сербия. Это наш буткемп. Это моя униформа хоста. А значит, это что? То, что мы снимаем влог. Всем большой-большой привет. Как обычно, комментарии, лайки, вопросики, там, какие можем позадавать. Пожалуйста, пишите, реагируйте. Всех любим, всех обняли. Погнали смотреть новый влог Бэтбум. Влог пошел. Что делаешь? Типа от солнца закрылся. Так солнца нет. Солнце ты пришел. Так ты же солнышко, да? С нами сегодня Матвей. Он Привет, с вами же Панзар. Сегодня мы играем в War Thunder. Миродотес. Он вернулся из Румынии. Да, Вернулся на буткемп в Сербию. да. Ну, И естественно, сегодня что будет делать? Сегодня у нас официалка против Нави. Ребята будут заряжены Какие именно? Ребята заряжены. из Бадмом. А из Нави? Не знаю, не знаю. Разряжены? Я не знаю. Ни разу не против них не играл. Вообще, но в пабликах попадаешься? В пабликах, да, попадаемся. Самый сильный игрок Нави. На Мелоди. Мелоди? Да. Мелоди где играет? Здраво. Чао. Мелоди, значит, да? Да. Сильнейший. Я не могу дождаться следующей элитной лиги. Элитная лига? А когда следующая элитная лига? Элитного игрока. Короче, после прошлой ты уже укоренился в мнении, что ты элитный игрок. Да, и я жду элитной лиги. Лига чемпионов. Лига чемпионов от элитной лиги. Ой, УЕФА, да. Все собрались, чтобы сыграть элитную лигу на буткемпе сегодня. Вот, потому что мы элитные игроки, ребят. Да. Привет Нет, маме понятно, подписчикам, родителям, красивым женщинам, подписчицам. Пользуясь случаем, мы пробежимся по святая святых по кухне. Вон посмотрим, что у нас тут есть. У нас тут... Как всегда, любимая рубрика «Тушеное мясо», потому что просто... Ну что, скажите, дорогие подписчики, что проще? Что-то там нарезать, пожарить, потушил, закинул, пошел, блядь, апик свой поиграл, что, блядь, и все. Короче, тушеное мясо. Вот, ну, типа, не слушаем этого типа, там морковка, там лук, там грибы и свиная вырезка. Ну, чеснок, само собой, специи. И туда будет добавляться вот этот замес, где сливки, сливочное масло и молоко, соль, соответственно, чтобы пюре получилось воздушное и вкусное. Здесь пончики. Салат летний-весенний, зелень, лук красный, томатики, огурчики свежие. У огурчиков я снимаю кожицу экономочкой, чтобы она не горчила. Ну, можно этого не делать, короче, я это делаю иногда. Оливковое масло, растительное масло, немного горчички, соль, перец и немного лимонного сока. Салат супер класс. Несмотря на то, что еще май, то в Сербии уже полноценное лето, на улице 25 градусов, поэтому салат не хочется делать каким-то тяжеленьким, салат абсолютно легкий, вот эта горчичка даст то, что мы хотим. Кухонные дела. Алиса, скажи нам, пожалуйста, что такое Dream League Dota 2? Игнорируют. Алиса, привет. Алиса, громкость 5. Алиса, что такое турнир Dota 2 Dream League? Понял. Игнорируют Короче, кого? игнорируют кого? Игнорируют поваров. Свободу поварам, дотерам и киберспортсменам. Привет. Она обиделась на тебя. Пизду, ладно. Подарить. Ветель смотрит влог с самим собой. Не успела смотреть один влог, тут уже другой снимается, Ветель. Просто это калейдоскоп. Интервью в конце сильное. Надо смотреть. Интервью в конце очень сильно. Ну, я буду сами Всем смотреть. обязательно к просмотру. У нас полчасика до официалочки. Тут у нас Дэниел потеет в паблике. Да, нахуй. Ты выиграешь паблик свой? Хуй знает, меня заебало играть уже с бонус тайма за драфт. Это Саня. Я не буду двигать, я задам. Саня, что комментарий по обеду? В этот раз нормально. В этот раз... Впервые.
Впервые за все время, в этот раз нормально. В этот раз пойдет. Не, ну ладно, главное, чтобы Саня был доволен. Справляешься, Тёмыч. Саня сказал, что нормально. Ты вчера, кстати, плов пробовал? Плов был разъемный. Вчера ты тоже нормально делал. Да. Ну, видишь, бывает иногда. Вчера плов, сегодня рис, и вот Саня доволен. И ужин тоже был вкусный. Лапсаловый. А что было на... А лавзало здесь? А что было на ужин? Курица. Нормально. Ну я, кстати, я не обедал, я поел плов и сверху курицу еще закинул. Нормально. Я точно так же завтракал сегодня. Остатки плова и типа туда курицу. Обед вкусный. Спасибо. Спасибо, Тёмыч. Пожалуйста. Это что, полка снеков? Мы берем лайн. Ладно. Добить обед. Никого не советую. Сладенький. Да, добить обед. Никому не советую. А почему ты салатик не взял? Не хочу салат есть. Салат классный. Хуёвый салат. Я тебе честно говорю, пойдем покажу. Салат очень хороший. Тебе реально нужен салат. Бро, да что? Да в смысле, блин? Ты ж зазор. Смотри, тут огурец. Сделаем салат с морепродуктами. А какой ты хочешь? Ты же меня не просишь. С креветками там. Orchid will be out. Sanctity, he'll pop the Sonic Wave, but he is still healed up on the mag. They are still trying, but GPK just jumps in. Yuragi, he'll cop the RP before he gets the kill on the mag, but it looks like a decent team fight so far for the side of Na'Vi, but no! Nightfall just takes Yuragi out so easily. Zayat, he is also gone. And this is really just starting to fall apart for the side of Na'Vi. As Nefrit trying to fight, Malady will get blown up by Nightfall. And Nefrit surely is set to fall and does go down as an ultra kill for Nightfall. Nobody really sticking around as now GPK needs his own way out, but here comes Miero with the RP. Not the hook again, Malady. The Fiend's grip now holding down Nefrit. He needs some help. He cannot survive though. Nightfall will take him out as they'll even find Zayat. He'll buy back. So will Nefrit, but where are they going? Who's left to fight? Sanctity's gone. So is Yuragi by the looks of it. No chance of surviving on this Razor. He will die. An ultra kill out for the Luna. Мы все вместе пожелаем Матвею приятного аппетита. Это он перекусывает после выигранной серии с нами. А мы, пока ты будешь есть, мы пойдем за Егором и зададим ему пару вопросов. Поздравим все вместе Егора с победой. С великой победой. С великой победой. Над Natus Windsor. С каким настроением подходили к первой игре? Ну, все как команда, в твоем понимании, ну и ты конкретно, в частности. Да, на чили просто играем Dream League с буткемпа, как бы с дома в Снаве, первая игра, как бы понимаем, что если просто сыграем нормально, даже если где-то не пойдет, там первые 10 минут, потом типа на Dota интеллекте плюс на скилле, там разыграем, выиграем. Тебе комфортнее играть, ну вот из дома, с буткемпа, либо где-то на ланах, или нет разницы? Ну, разница это, если ты играешь именно на арене, где там много зрителей. Где прежер? Ну, грубо говоря. Ну, окей. А так, то, что вот мы играем PGL, ну, там это все, типа, считается ланом, но там же просто, типа, в студии PGL, там 0 людей, ну, тоже ты плюс-минус играешь, там, так сказать, на чиле. Слабому. Тут просто такие обстоятельства, что ты там у себя на буткемпе, там, всегда можешь к себе там в комнату пойти, там, более, так сказать, привычная Ну, обстановка. так получается, разница все-таки есть. Ну, для тебя. ну, разве- Но небольшая. Ну, разве что небольшая. Данек опять стал играть на контактных героях. Почему? Нет такого, что у нас Данек на каких-то героях, типа, мы его ограничиваем. Я думаю, на этом турнире также будем часто брать, ну, играть там с каким-то снайпером тоже. Может быть, с Зевсом. Просто конкретно в этих играх эти герои хуже заходили и решили сыграть. Вот. Но он сам себе их колил сейчас в этих играх? Да, плюс-минус. Или это общее решение? Плюс-минус по мидеру общее решение принимается. Depends, так сказать. Вот, условно, там я играю на Луне, это просто как бы открывающий 16-17 герой, который, так сказать, у нас есть, как бы, типа, коль не коль, просто нам нужно что-то взять, вот, типа, есть Луна, и тут если, ну, это больше тоже, так сказать, командный, структурированный, типа, пик. Если больше выбирать, это так, что там мне на какой-то 18-й пик, там, на ласт пик, когда, ну, я больше вижу, типа, есть какой-то выбор, а так, типа, выбор без выбора. Дальше у нас Азурей, надеюсь, как бы выиграем, не будем отдавать игры на лоха. Будем каждую игру как-то пытаться адекватно играть, адекватнее, чем вторую в Снаве, чтобы она была полегче. Спасибо, Егор.
На этом все. Будем стараться выигрывать. Толян Он- с вами в он- Дискорде присутствует? Ну, присутствует. Ну, он, В виде- соответственно, драфтит. да, соответственно, будет дальше с нами. Ну, драфтит Виталия. Ну, кнопку Толян- нажимает Виталий, Ну но да, Толян, Толян по сути, просто присутствует. присутствует, там, говорит какие-то советы. Просто фейдом таким сделать. Опа. Второй групповой день Дримлиги. Я записываю Отрывашку башки. Это отрывашка вашей башки, Дримлига. Я уже ушел, а он продолжает там разговаривать. Ладно. Короче, второй день мы пытаемся... Все проснулись, позавтракали, мы пытаемся найти Виталика и задать ему пару вопросов по поводу вчерашней игры. Вот он, кстати. Пошли, Виталик. Сундук для рун. Рундук. Рундук. Кентавр на Last Pick. Почему не думали добрать мидера и отправить ДК на 3? Во второй карте вот этот Кентавр 23-й пик, по-моему, да? Но я не уверен, если могу раскрывать все свои карты, чтобы точно, чтобы ответить на этот вопрос. Ну ладно, если не раскрывая карты, но в целом, ну была же такая опция. Ну, опция была, да. Ага. Но посчитали, что лучше взять Хардера. С Азурами игры часто складывается тяжело для нас. Почему? Да, я бы не сказал, что у нас что-то личное с Азурами уже давно нет. Просто не пошло вчера. Ну, я же не говорю даже про личное, просто складывается тяжело игры. Ощущается это, ну, с твоей Да не. ретроспективы? Нет, это у нас очередной просто соперник. Просто вчера не прям пошло. Вообще была какая-то странная дота от них. Мы не прям даже сориентировались в игре вообще, что они делают на мапе. Что они делали, это было для нас немного странно. А по итогу игра типа зашла на 30-40 минуту, где игра была дроу, и мы просто по личному скиллу проиграли. 5 на 5 тимфайты, и все. Ну, как обычно, микромоменты и все такое. Микромоменты, ну там без шуток, если открыть реплей, там прям без шуток типа на личном скилле мы проиграли в тимфайте. Могли выиграть. Мичи. Thank you, nice. Ладно. Вода, которая к нам сегодня приехала. За сколько, кстати, вот у нас Лука выпивается вот этот запас воды? Смотри, сколько здесь? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. И на улице еще. Сейчас, вот просто для интереса. 13, и здесь еще 8. Ну, 21 пачка воды. Вот насколько хватает 21 пачка Смотри, воды? у меня был расчет раньше, типа, 2 пачки воды в день. Вот, но потом вода из-под крана перестала идти в чайник. Поэтому тут сейчас уже 3-3,5 в день. Я примерно так считаю. Вот, ну, когда... Ну, сейчас еще лето. Поэтому Ну да, 3 да. железно вот сейчас будет. Вот, плюс там у нас есть популярный князь Милош. Ну, плюс у нас, да, это еще надо понимать, что у нас помимо воды питьевой есть еще, ну, естественно, там какие-то сладкие напитки, минералка. Потребление воды на буткемпе Ну, Bad это Boom. хорошо же. Ну, Нет, пейте, хорошо. пейте воду, ребят. Пейте воду, да. He's just getting a full HP, kicking out the quill sprays. Mirror at the sides, caught by Amar Marine. They've lost their timber. Nightfall, can he get away? I mean, Skitter's just chasing him. Now he's going to try for the TP out, but with the quill spray damage stacking up, it's not quite enough. Nightfall gets away. Thinking he's got the sleep into the grip over towards GPK. It'll finally be removed here with the Aphotic Shield, but Skitter, he may be tempted to dive. They're up to the tier 3s. How much they want to try and push this here, Falcon. Skitter turns his back, kicks out the quills. Marion's in with a jump crush. They've killed off GPK. They should be able to get Toronto Tokyo as well as Skitter gets He the wants double. more. He's ready to dive to tier 4, straight up towards the gyro. Triple kill for Skitter. Ramsey sees a couple heroes, spots the Tiny, gonna blow him up first. So there goes the initiation, and Thompson coming in from the back. They instantly kill the IO as well. This is looking like a really good spot for Tundra. GPK is just melting. He's gone. And the Weaver's fighting it out right now with Marcy pushing through. Not good enough on the lifesteal. It's going to be the Weaver going to have to carry through this fight for them because everybody else on the backside is gone for Bed Boom. Miro's going to go for a TP out, a desperate one at that, and it's not quite going to make it. He was so close to getting out of there. Ваша поддержка всегда для нас очень важна. Комментарии, которые вы пишете, реакции, все это не проходит для нас незамеченным. Это правда нас сильно бустит и в тяжелые моменты дает нам как такой... Ну, блин, что-то у меня не строится речь в голове. Короче, спасибо всем большое за поддержку и продолжайте
кто продолжает нас верить, продолжайте, пожалуйста. Если... Так, тут играется паблик. Дагер, блядь, тут понятное дело, что обсуждение. мог купить КСН, потом можно найти ульт, у тебя огонь не работает. Господа, дамы, прекрасные зрители, сегодня у нас финальный день группового этапа чудесной лиги. Поэтому парни вот сидят, обсуждают стрим, обсуждают, как выглядит. Кто это? Это друг его. Головач. Саша, что ты скажешь себе перед сегодняшней игрой? Сам себе, вот в будущее. Именно какому я? Какому ты имеешь в виду Текущему проигравший? мне? Ну, который будет вот перед игрой. Вот ты из прошлого, ты сейчас говоришь себе, который будет через полчаса, перед игрой слова. Потому что так не работает еще. Как это не работает? Ну, представь, что так работает. Ничего не изменится, через полчаса я буду такой же, как сейчас. Не факт. Нет Ну, смысла, что надо говорить, это буду Ну, я. скажи себе через полчаса что вот напутственные слова. Как будто ты уже садишься на пике. Главное сделать все возможное, что в моих силах, что я могу сделать, все, что зависит от меня, сделать максимум. Ну, ты вообще настроен сам на победу? Что? По крайней мере, что я вижу. 52. Что команда не пребывает в депрессии Потому что 52. в данный момент времени. Команда заряжена. Надеюсь, что? Надеемся. Мы сами себе скажем, что надеемся, что состояние без депрессии у нас сегодня будет целый день. Матюх, Да. А что для этого нужно нам? Хороший обед. Нет, а еще только после... Победы над Shopify Rebellion. В каком турнире? Лига мечты. мечты. Лига мечты. Все. Вот, болельщики БДУ Тима уже ждут игру. Уже пришли. Заряжены. А теперь подсъем корочки. Ура! Курочка с корочкой. Курочка с корочкой, кстати. Курочка с корочкой. Это как ты факт. оценишь, это вкусно или нет? Блин, ну вообще маринад был вкусный. Сегодня у нас макарики, салат. Макарики с соусом дорблю, И салат лука. с соусом песто и курица в маринаде. Макароны Кстати, с соусом хорошая дорблю. варежка у тебя. Ты банчик? Это мои зимние. Я в них на сноуборде катаюсь просто. Болельщик пришел. Лука с соусом. А чё головой-то по них, родной? Сейчас будет игра скоро. Там еще один сидит. Это шут здорово. Это правда. They've got the advantage here to set up. They'll look towards Kiprak. Yopaj is considering the jump, but he's going to get caught by the silence. But the Manturn look to retreat. Fiendskate coming in. They're going to potentially try and fight this, but they've already lost Kiprak. They jump back in. They're trying to see if they can burst Nightfall. RTZ's in with the MKB, but Nightfall's able to turn into the Lifestealer. Use the range this to is create awkward. his distance. RTZ's got to back off. He can't stay on top of Nightfall. Nightfall turns towards Dying. Yopaj. He's Tears gone. through the Dragon Knight. RTZ dead as well to the burst of Miro. Not the fight there that they were hoping for. Shopify Scam, his TP out gets cancelled. Betboom read it. Betboom find a fourth. Will kill him. Gets a big link. Turns over towards Save as well. They managed to get two. Can they get any more? There's going to be the buyback from Save. GPK standing his ground. Pots the BKB. Saberlight backs off it. Puts up his shield. Tries to Throw push no back the TZ. God's Rebuke, but Nightfall's back in. And this PL's ready for the cleanup. Triple kill for Nightfall. Over towards Yopaj they go. No one on Shopify Rebellion having buyback available as Yopaj is the last one left standing. He can run, but he cannot hide here from the chase of Betboom. He'll opt for the TP out, but the Dragon Tail stun comes into play. Ultra kill for Nightfall. You just don't beat this man's PL, Fogged. Not in this type of game. GG is called. 23 число. Новости сегодня следующие. Астрологи объявили неделю изучения нового патча. Ну, она, наверное, самая важная. Долгожданный патч вышел, поэтому все будут сейчас сидеть и заниматься новым патчем. Новость номер 2. У нас сегодня выходной, но выходной, он как бы номинальный. Выходным у нас называется день, когда нет официальных игр. Соответственно, что делают парни в свой выходной? Вы, наверное, подумаете, они там кто-то ушел на танцы, кто-то пошел заниматься спортом. Нет, парни все так же играют в доту, парни разбирают игры, готовятся к следующим играм и, собственно, изучают новый патч. Ребята в свой выходной пьют холодненькое. Да, кто-то думает, что ребята пьют холодненькое, а ребята занимаются все тем же. Замечательной студии. Бери свой этот инструмент и садись в студию.
рудимент. В нашей замечательной студии представители чудесной лиги мечты. Лиги мечты. Матвей Миеродотас. 2024 год. Мэтьюсон, 2024 год на дворе. И Дэниел Скутовой, он же GPK, он же приписка Байкет, Мутант и любитель котов. Кстати, интересный вопрос, правда. Статистика героев на турнире, я вам рассказываю. Банша, 2 игры, 1 победа. Абадон, 2 игры, 1 победа. Слушаем. Муэрта, 2 игры, 1 победа. Пугна, 2 игры, 0 побед. ПЛ, 1 игра, 1 победа. Баланар, 1 игра, 0 побед. Визаж, 1 игра, 0 побед. Я, кстати. Дальше. Зафиксировали. Господа, слушаем. Снайпер, 17 матчей, 59% винрейт. 52. Игорь УББ на снайпере 0. Слардар 16 матчей, 75% винрейт. Игорь УББ 0. Клинкс 11 матчей, 82% винрейт. Игорь УББ 0. В связи с чем задается вопрос, существует ли вообще мета? И если да, почему у нас она своя? Цифры не врут, правильно? Да. Вопрос к тебе, Матвей, считаешь ли ты, что существует мета? И если да, если она существует, понятие мета в доте, то почему у нашей команды она своя? Почему мы не играем вот на тех героев? Команда. Вы полотеры и халдеи, судя по инвентарю. Да. Нет, ну ладно, правда. Но это же интересный вопрос. Мы наших героев и нашей меты. Вот и все. У нас наше собственное понимание и видение игры. Вот и все. Хорошо, отвечает Данил. Потому что Свардара в пуле нету. Есть пулис. Есть в пуле, Есть. но его нету у нас. Есть пуля у кого-то. Ну вообще, существует ли понятие метовости в доте? Ну вот есть мета. Сейчас вот эти герои в мете. Ну, до сегодняшнего дня были. Мету придумывают игроки, парни. Вот. Я согласен, но это ответ на вопрос, например. Поэтому мы двигаемся. Мы не игроки. Мы не игроки. А кто мы? Мы команда. Хорошо, какая, ну, у нас получается своя мета, правильно? Да. И... Чуть с группы не вылетели. Ну вот смотри, ты же играешь много матчей на снайпере, ты же в паблике, тебе нравится играть. Почему вот мы не сыграли ни одной официальной игры до сих пор на снайпере? Драфт, который мы брали, в снайпере не подходил в наши драфты. Прошлый турнир подходил, мы проебали. Ага. Этот не подходит снайпер, мы тоже чуть не проебали, но сейчас выиграем. Но ты хотел бы сыграть на снайпере официально? Уже нет. Уже нет. Сегодня вышел новый патч. Да. У нас какие вот вообще ожидания от этого патча? Понятно, что мы уже начали его там смотреть, чекать. Какие ожидания? Изменится, ну, как в вашем понимании, изменится ли игра? Ну и вообще, типа, нравится ли вам то, что вы видите на первый взгляд в этом патче? Мне нравится. Ну, часто бывает такое, что патчи не затрагивают не всех героев. Вот, на этот раз затронуло обновление всех, кроме Тренд Протектора. Продаю аккаунт Бравл Старс. Кстати, всем привет. Вот. Это всегда интересно, когда все герои меняются. Вот, будет меняться мета, я думаю. Интерес возрастает. Ну ты думаешь, сильно вообще сейчас игра изменится? То есть начнут пикать явно там другие герои? Я думаю, Уже, что да. уже начали пикать, да, уже там прошли какие-то матчи официально. Вот. Будет интересная дота, будет много контента. Ну ты чувствуешь глоток нового вот воздуха? Ну да, я глотнул воздуха, хорошо было. Мне нравится, да, но всегда круто. Я вообще фанат обновлений дот. С новым патчем, с выходом нового патча, это типа добавляет тебе интереса? Возвращает ли это тебе там былой интерес к игре? Ну, потихоньку, да, немного. Это просто интервью Forbes, там вот это там. Потихоньку. 20 до 20. Отвечай на него сколько. И вот парни играют на новом патче, то есть они даже не успели разобраться, что к чему. Да. Как сильно влияет это вот, ну, на ход самого турнира? Выход патча в момент турнира. Именно будет решать именно интеллект соперника. Вот. И то, как люди придумают, да, кто больше кто быстрее, адаптируется, да. Ты успел, то ты съел. Будет решать как раз IQ. Вот. Да, Но у нас вот этот IQ адаптационный, он высокий? Нет, он очень высокий. Он очень высокий. Довольно высокий. Мы покажем это завтра. Но у нас до завтра, видишь, у нас-то все-таки есть время, типа, разобрать больше, посмотреть. Да, Ну, ребят, например, которые сейчас играют официалку, у них как бы времени было не так Ну, у много. них не было времени, но и у соперников не было времени. Ну да, поэтому все в равных условиях. Поэтому- По нашему групповому этапу, ну, от каждого, опять же, как мы сыграли группу, довольны ли вы, и, ну, вот какое-то просто, вот какие-то ощущения после. Ну, поначалу мы не прям хорошо играли, вот, сделали пару выводов и уже последнюю серию группового этапа мы победили. То есть сначала не старались, не, сначала немного старались, потом перестали стараться,
сделали выводы и начали опять стараться. Да, поэтому смотрите Лигу мечты, болейте за футбол. Ну, один вопрос от руководства. В целом, 4-6, выход из группы, это удовлетворительно или во, или во? Того. То есть мы хотим всегда так делать? Это не то, к чему мы То есть стремимся. у нас винрейт на этом турнире 40%, и мы в плей-офф. Это во или не во? Но это хотя Покажите. бы... Не, ну это во, но... считаешь ли ты, что мы заслужили выход в плей-офф Да. своей игрой на этом Раз мы турнире? вышли в плей-офф, значит, мы заслужили выиграть. Но бывают же обстоятельства все-таки, которые от нас не зависят. Ну, то есть там другие команды и все такое. Надо как-то, я хочу, чтобы объективную Могли оценку лучше сыграть, конечно. дать нашей 100% игре. Всегда надо лучше играть. Ну, конечно, Нет, можно. не предел. В чем мы допустили какую-то оплошность, ну, вот в группе? Ну, вот просто мы проснулись в один день, у нас 2 матча, и мы как-то вот не проснулись, кто-то злой был, мы сидели такие злые все друг на друга. Из-за чего? Просто какой-то день не задался. И магнитные бури, говорят, сейчас типа бьют сильно очень. Могут магнитные бури влиять. Ты в это все веришь, получается, в магнитные бури? У меня голова болит с утра сама. Это вообще... Я вот чувствую, что что-то не так. Ладно, Данек, спасибо тебе большое. Иди занимайся патчем. Ты просто звезда. Уборка. В телеграм-канал пишите Данилу GPK, и он придет и уберет за большие деньги вам. Все. Спасибо. Спасибо. Друзья наши. У нас пол залез? Я мусор не зависит. Ага, пошла. Тут тренировка, блин, идет. Да. У нас немножко приболел Ветель, но уже полегче. Ты даже патч еще не читал, правильно? Не прям полегче. Но патч ты еще не читал. Я читал где-то 20%. Что-то подметил для себя? Ну, не нужно говорить, что, но так в целом. Да, тренд и варлок. Видел, Варлоку книжку дали? Черную книжку. Черный гримуар. Что? На ком сыграл паблик? На МИП. Выиграл? Да. Реально? Конечно. Блин, я тебя уважаю, Егор. Спасибо. Что вам еще снять? Всем привет! Орешки, очки со съемкой. Здесь у нас всякая дребедень. Сливки, яйца, заготовки, распаковки, сметаны, масло. Ну тут съедобного мало. Ну тут уже посерьезнее. Тут уже есть в целом все для выживания. Даже нутелла есть. Секретнейший у нас отдел, о котором знают мало людей, поэтому тут полно мороженого. Ну, как узнаю, так это все пропадет. Ну и наш бессменный хост-повар. Красивый, самый красивый парень в команде. Просто прекрасный человек. Отец прекрасного ребенка. И он же человек, который просто устал от готовки. Человек, который изменил все. Который просто тушит мясо. Потому что ты его просто перемешиваешь раз в 5 минут и все. И все. Да, оно само с собой вспрыскивается. Ничего делать не надо, просто ставишь и забываешь. Как ты считаешь, в целом команда довольна блюдами, которые ты готовишь? Команда, главное, чтобы она была недовольна. Недовольна. Если она удовлетворительна. Удовлетворительна. Надо делать свою работу. Нет, вообще это неправильно. Не буду никому это говорить. Это чисто моя фишка, поэтому я никому не буду говорить. Если вы слишком молодой, у вас еще типа молочные зубы. Если вы среднего возраста, но не следите за своим ртом, и зубы у вас там, болят, когда вы жуете что-то не жующееся. Поэтому тушите мясо. Если вы старый, тем более у вас нет зубов, поэтому тушите мясо, наслаждайтесь вкусным тушеным мясом. Ну и последний вопрос лично от меня. Да. Когда-нибудь ты уже сделаешь свой телеграм-канал и будешь ли ты вести свои влоги? Потому что даже я, стримя на своем твиче, получаю вопросы про тебя. Хорошо. Или когда я стараюсь о тебе не на думать. этот вопрос. Как только у меня появится больше свободного времени, я заведу свой телеграм-канал, свой YouTube-блог, свой OnlyFans и Яндекс.Дзен. Пожалуйста, можете начинать подписываться. Готово. Все, идите жрите. Готово! Пайка! На что уходит твое свободное время, что ты не можешь заниматься своими личными соцсетями? Что туда входит? Обычно. Сынок. Сынок, однозначно. На что уходит мое, в принципе, свободное время? Работа, личная жизнь, семья. Холодненькая. Очень редко. Могу, если хочу, но меньше хочу, чем могу.
Вот собственно, что произошло, почему стояла пауза и чем это все закончилось? Ну, мы играли 70 минут. Сложная игра была, у них включился интернет, и по итогу они не смогли его никак восстановить. Я в этот момент находился на кухне и готовил. Ну, просто вот пауза поставилась, и я ушел. Думаю, я пойду пока готовить, там, заниматься своими делами. Пауза поставилась. Пауза длилась сколько в конечном итоге? Да, я не знаю, минут 40-50, наверное. Минут Может, 40-50, может даже час. Ну, обычно как происходит? Вот ставится пауза, какой-то есть регламент Да, приблизительно. ставится пауза. Потом, ну, сначала идет пауза команды, которая поставила, потом ставит, ну, если команда другая хочет, типа, ждать, то они дают свою паузу им. Ну, то есть вы сразу сказали, мы можем подождать, Да, мы типа, сказали, нам не что мы впадло. отдаем паузу, нам не впадло ждать, потому что игра такая сложная, и обидно такую игру проигрывать вот так вот. Ну, не хочется, не то, что проигрывать, не обидно, наверное, даже выигрывать. Просто Ну, заканчивалось, да, чтобы да. она так. Прождали сколько могли. В конце концов, но это ты, я не знаю, ты видел или нет, в конце концов, админы в Дискорде Админ просто сказал, написали, да, что мы уже не можем дальше ждать. Ну, вот такие вот дела. Поэтому команда Bad Boom технической поддержкой турнира и румынского интернета проходит следующий этап, играть с командой Тундра. Тундра. eSports. Наш друг Ванек, Да, будем сегодня его жарить. наш друг Романыч. Будем прожарку ему устраивать. Прожарка. Ты готов? Конечно. Но после такой долгой игры, типа, не, знаешь, по игре вот конкретно, было ли ощущение в моменте, там, начиная, там, наверное, с минуты 45-й, да, у нас нормальное такое преимущество. Ну, там, ты, вот, и оно, вот сейчас, по-моему, было там 1025, да? 30 Под там конец, 30-ка. Ну, ты вот на 100% был уверен в победе? Ну, я был уверен, но нам нужно было грамотно провести файт. Мы уже обговорили, как мы хотим драться, мы все понимали. Просто на самом деле там максимально... Ну, мы бы эту игру, думаю, и так закопали их просто. В решающей драке Саня нажал яйцо в Егора. Это я видел. Засомали и нас закопали. Потом мы байбекнулись. 60-я минута тимфайт. И... Ну, это я не помню, тот или файт был. Там можно было вообще им отдать Рошану, потому что бэбеков не было. Но это с моей перспективы. Но мы решили принять драку. И поэтому у нас убивают героя без бэбеков, и мы такие уже, ребят. Ну, короче, было ощущение, что можно и проиграть, несмотря на Ну преимущество. да, Преимущество само собой. ощущалось, Потому это что, мне понятно. кажется, мы ошиблись, что мы пошли драться без баев туда, типа, это уже, мне кажется, вот такие драки это фул рандом, особенно когда у одной и у другой команды бэбеков нет. Ну да. Тем более там 70-я Можно минута, было там эти 25 почилить. тысяч. Нет, там 60-я была, можно было почилить, забрать нейтральные айтемы и уже, типа, дальше карту играть, потому что, мне кажется, Рошан в такой стадии тебе вот не прям много уже больше будет давать. Jump, they get him with the lift back. This time he's able to get the grave off. So Thompson will be able to turn with the poison touch. They've got the call to control Miro. A stolen grave though, keeping Miro alive. He'll still die at the end of it. Axe. Timber. GPK's fine. I mean, Nightfall's turned up. They can even turn to look to take down Pure. They've got the control with the toss. I mean, I tell you what, they're lovely stuff from Save. Sure, he goes down, but he's able to make sure that Miro gets the job done. Lives long enough to sort of help them bring down Thompson. Definitely And now they've got the number advantage. The Chakramir cutting through the trees. Whitemon tries for a TP, but they've got plenty of ways to stop it. Nightfall's in with the toss. With the ghost out, this is such a tough fight for Tundra to try and fight into. They'll use the Stampede. Thompson attempts to get back into there on top of Nightfall, but they cannot commit to do enough damage to bring down Betboom's cause right now. They've got to continue to run. Pure is able to jump up to the high ground, but Thompson's now surrounded by GPK, Nightfall, Toronto, Tokyo, and Miro. It's 2 dead again on Tundra. A save, he may even, he's found them a bonus. He's found Ramses's and he's got the hook. The TP's cancelled, double kill for Night. Ну что, роднульки, доброе утро. Bad Boom Team. Артем Love the Law. 25 мая. Со мной Александр Киртек. Он же Торонто Токио. Он же Саня, самый крутой, самый лучший в мире, самый сильный, самый красивый. Какой ты еще, Саня? Санек, есть пару вопросов к тебе. Давай одно подтягивание и пошли присядем. Покажи технику. Подтягивание? Ну, одну технику подтягивания. Есть, Турик. Давайте. Вопрос номер 1. Как вот вышел новый патч, да, и как он повлиял на нашу подготовку? На твою, в частности. Ну, я бы сказал, что этот патч довольно-таки... Ну, из-за того, что всем интереснее стало, нам сейчас стало более интересно играть, поэтому с большей мотивацией играем игры. Вот, все-таки хочется на новом патче как можно быстрее начать играть хорошо. Потому что, как я понял, на этом патче еще Риад будет играться, поэтому да. Возродился интерес к игре, короче. Да. Совет для работяг от Торонто Токио. На ком сейчас? Вот каких героев ты можешь посоветовать, на ком сейчас апать надо ММР? Ну вот сейчас на Клинксе вышел баф, что
Бараж скелеты тоже пускают, поэтому я, наверное, буду на Клинксе 5 сегодня играть. Ну давай 3 героя. Вот есть Клинкс 5, хорошо, новый герой, новая мета. Кто еще? Окей, Клинкс 5, пусть будет Виномансер, Цемк. Виномансер ЦМ. Это сильнейший, да. Окей. Ждет, на ком бы ты хотел сегодня в официалке сыграть? И с кем бы ты хотел сыграть, самое главное? Да мне не важно, я думаю, с Extreme просто будут более интересные игры, потому что не думаю, что Азуре, если честно, это прям супер мощная команда. Они хорошо играют, но не супер мощная. Подожди, мы, по-моему, 2 последние или 3 последние серии проиграли им. Ну да, мы проиграли. Значит, мы тоже не супер мощные. Ну, короче, хочется больше всего с Extreme сыграть, больше хочется с Extreme, нежели с Азурой. Ну, с Extreme-то что, там мой братишка, Ксиныч, против него всегда весело. Окей. А на ком ты хотел бы сегодня сыграть? Ну, в официалку. На Клинксе 5 буду я сегодня играть на Миране и на Батрайдере. Так, у тебя же практики еще не было. Или ты сейчас будешь практику? Я играю 10 игр. Ну, до этого у меня есть практика на этом герое все равно. Ну ладно. He's got the Hyperstone on his way to the AC next. And here comes GPK. Over the jump, the global's out. But still just the right clicks alone. They just destroy XXS. XM's going to try and fight. There's going to be an egg. Indeed, and I don't know if can they take the egg out. They're looking towards it. They will. They'll kill the egg. Double stun. With a double Dragon Tail stun out on top of the Soulbind. Will catch on to DY and XM. I mean, they killed the egg. They might kill Mira as well, and Mira's able to run away in time. Arme can't get the Sunder off. It's 4 dead. Maybe even more. DY brought back. He TP'd over to try and give this a second round, and he's dead again. Triple kill. Хорошего вам светлого дня. Вот так. Чемпион, вот это сильно. He's just killing himself though. The blade mails to retaliate. And Mars just gonna keep on forcing the issue. Shackle shot. Gleipnir follow up. Nightfall gets the toss back onto the gyrocopter. Can they kill him? Oh, he got the focus fire return. He's doing a lot of damage back into him. And Save and GPK are not enough to burst through Skeeter. Skeeter's damage is too much to handle. Bet Boom missed their timing, I guess. They just get outscaled by raw HP. Falcons take game 1. Ну что, друзья, вот такой вот получилась для нас Лига мечты. Заняли мы 3-е место. И что, хотелось бы как-то сделать какие-то выводы, чтобы возвращаться сильнее. Мы же постоянно делаем выводы. И как-то резюмировать это все. Поэтому у меня в моей уличной импровизированной студии в гостях спросите, кто? Я вам отвечу. Тот человек, который дает всегда окончательное интервью в связи с последними событиями. Поэтому в гостях аплодисменты Виталий Мельник. Вообще ожидали ли мы, ну ты в частности, что получится после такой игры в группе залететь в топ-3? Да, не прямо ожидали. Ну, то есть на что ты рассчитывал? У нас, если честно, уже был в какой-то момент почти чуть ли не нереальный, короче, тильт последним картам групп-стейджа. Но мы, типа, собрались с мыслями и просто. И выиграли Shopify с Божьей помощью, там 2-0. Да. Из-за этого прошли вот с 4-го места в плей-офф. Там уже, ну и там патч вышел. Ну там, да. И там уже на лоха, все помнят, выиграли Аврору. Чело вылетел инет. Повезло. Считаешь ли ты, что патч помог нам? Да, конечно. Там, ну, короче, в нашем состоянии, в котором была команда, патч нам очень много дал. В этот раз игра с Falcons прошла, ну, в основном без трэш-тока. Какое вообще отношение между командами? Ну, вот у тебя какое отношение к трэш-току как таковому? И, ну, вот к этой всей истории. Да, слушай, я всегда нормально относился к трэш-току. Я сам в прошлом трэш-точил. Сейчас как будто, ну, я этим не занимаюсь. Сколько я тебя помню, ты все время молчишь. Ну, как бы я имею в виду в пабликах там и все такое. Нет, ну я... Раньше у меня были интервью, короче, не самые лучшие, где я трэш-точил. Года 4 назад, 4-5. Было как бы, ну, короче, это было как-то очень плохо, мне кажется. Так а что изменилось? Ну, ты сам просто изменился, да, я просто, мне кажется, я повзрослел, я просто изменился как человек в целом. А к трэш-току, ну, я скорее позитивно отношусь, если, типа, это не переходит в какую-то грань, типа, это точно нормально всегда. Какие у нас отношения с Falcons? Да, я не думаю, что у нас какие-то специфические отношения, casual отношения между любой и другой командой. Я лично никакого негатива не испытываю к ним. Ну, не считая, может быть, спортивной какой-то злости, потому что мы спортивной уже... злости ничего не испытываю. Ну, чего нам не хватило, чтобы выиграть первую карту, когда вот у нас был перевес,
Там в 15, по-моему. Чего нам не хватило с 15-16 преимуществом выиграть драку на решение на 30-й минуте, чего нам не хватило, как обычно. Личного скилла. Ну, я... И может понимание доты, понимание тимфайт. Как обычно. Все как обычно. Как я говорил в интервью после Румынии, нет смысла играть, если проигрываются игры с 15к преимуществом. И я приводил в пример 2 игры с элитной лиги. Вот. Ну слушай, ну ты же типа точно так же, ты оказывался в ситуации, проигрывая 15 тысяч и, ну, переворачивая игру. Ну, и не понятно, раз ну понятно, было. что это дота, типа, ты всегда можешь проигрывать 30к, ты можешь выиграть, типа, если враг ошибается, условно, да? Ну, блин, это же игра ошибок. Тут же, очевидно, да. Всегда игра ошибок, как и любая другая. Ну и понимаешь, почему мы топ-3 мира? Вот. Потому что мы играем против других команд, которые слабее нас. И вот такие файты на Рошанах, особенно с преимуществом, или там, если игра плюс-минус здорова, мы часто выигрываем. Тоже по скиллу. Потому что другие команды, там не из топ-3 мира, они слабее, чем мы. И банально по скиллу и по пониманию доты, там, тимфайты. Но вот против Falcons мы заходим, ведем мы слабее просто по скиллу. То есть ты уверен, что у них типа average skill? Ну, average skill выше. В моменте, у них выше, чем у нас. Мы уже полгода, вот всегда в таких файтах, даже с преимуществом мы можем им проиграть. Каждый имеет свой, наверное, какой-то вектор развития, как он считает, как он может развиваться. Ну хорошо, вот если бы тебя спросили, как мне заимпровиться, допустим, в такой ситуации, ну неважно, это не интерпретируя на нас, а вот просто есть какая-то команда N и команда B. И вот, команда N проигрывает команде B вот в такие файты. Ну, не файты вообще, в такие игры, и ты понимаешь, что я не знаю, в среднем. это честно личный скилл. Ну вот как поднять, хорошо, как поднять личный скилл? Как поднять личный скилл, откуда мне знать? Ну какой бы рецепт ты дал? У тебя же есть какое-то понимание вот этого? Ну то есть... Но честно, у меня не прям есть понимание, как именно там уже ближе к тир-1 уровню поднять личный скилл. Это у тебя либо он у тебя на высоком уровне, либо у тебя он не прям на топ-1 турниров, я не знаю сейчас. Ну, есть пищевая цепочка, вот есть Falcons, там дальше идем, там мы, еще кто-то, понимаешь, там есть там ниже какие-то команды 108, там типа OG, например, да? Мы играем против OG, и мы обычно такой файт на решение против них выиграем. И ты меня спросишь, что я посоветую OG? Ну, например. Ну, смотри, что я посоветую OG? Ты считаешь, что они, получается, в личном скилле ты считаешь, что они, слабее нас? Потому что мы уже сколько раз, например, с OG встречались, и мы, по-моему, им чуть ли там ни разу не проиграли в этом составе сейчас. Ну, хорошо, а тогда какие-нибудь Азурей, условно. Считаешь ли ты, что они выше нас по личному скиллу? Потому что, почему? Потому что есть статистика, что они нас обыгрывают, сколько там серий? 3 или 2? Нет, 3 точно серии подряд. То есть мы им проигрываем. Это о чем тогда вот это говорит? Понятно, что есть доля рандома, но ты все равно берешь какую-то выборку, да? Всегда... Как вот с фалконцами ты говоришь, значит это закономерность, значит они сильнее. Но вот с Азурей, считаешь ли ты, что они тоже сильнее? Да. Ну Азурей я не думаю. Азурей это просто тима где-то, я думаю, из топ-5-6 мира. И там рандомно всегда любая тима может выиграть. Это зависит уже, там не только скилл, там драфт. Ну понятно, драфт, конкретный день, настроение, там самочувствие, все, комплексно. Там обычно любая тима может выиграть другую. А вот если брать нас с каким-то Falcons, что на дистанции, мы у них не выиграли, да, вообще ни разу. Третья карта. Третья карта. Ты что там, сильный герой после этого патча. Чел вел верно. Да что он чего угодно может здесь в этом новом патче. Как оказалось, у нас на это не прям был ответ. Короче, в третьей игре просто проигран драфт. Ну слушай, когда я сидел в соседней комнате, и на драфте я слышал, что вы как будто бы довольны тем, что вы пикаете. Ну вот каждый типа условно, каждый раунд пиков, банов, вы как будто все типа придерживались одного мнения. Плюс-минус, там было на выбор 2 героя, когда-то вы там Зевса кто-то колил, и вот, допустим, Темпларку. Да. И типа все в моменте как будто были согласны с этим решением, и как будто бы по войсу, то есть не было такого, что ой, мы проебали драфт. Там не было вот это Алексей Солоберезин, парни, что мы надрафтили. Слушай, очевидно, после окончания драфта мы не будем говорить, что мы проебали этот драфт. Мы что-то будем верить и играем за гранд-финал третью карту. Не, оно же все равно. Наоборот, поддерживать, говорить, типа, нормально, у нас парень драфт, давайте, типа, я выиграю. Это сам ты понимаешь, что типа, парни, что мы я тогда еще не прям понимал, на что ожидания типа сайдов. Вот то, что мы выбрали героя ДНК. Наоборот, Данек выиграл мид. То есть вообще не в ДНК в третьей игре. Тут не к Темпларке, тут никаким конкретным героем. Это просто, я иногда слышу, когда, когда, типа, есть неуверенность, скажем так, да, ты берешь там, условно, и ты такой, не знаешь, постоишь ты 60/40, там, 50/50, а тут прям слышалось, что вы, короче, как будто довольны тем, что вы взяли. Мы на уверенность заходили вообще, типа, в каждую карту. И на драфте, я драфтил. Я еще на уверенности вот так пикал героев и верю, что сейчас, типа, разъебем.
Но оказалось, что на двух сайдах у нас просто там 90 на 10 проиграны лайны. И все, поэтому драфт проигран. Но, опять же, я в свое оправдание могу сказать, что в первой и во второй игре у меня выигран драфт, но мы в первой не смогли с 15к выиграть. А, ну вот это ты поэтому... Поэтому in my book, типа, это 2-0. Но... In my head. Поэтому ты меня говоришь, а что за другие карты не спрашиваешь, да, где ты выиграл драфты? Ну ладно, как ты видишь вообще? А что нас ждет дальше? Я надеюсь, что... Короче, как обычно, этот турнир показал очередные наши проблемы, которые у нас есть, где каждый может заимпровиться, находить на какие-то пару процентов. Надеюсь, что мы над этим будем работать, и к Рияду, может, это нам поможет выиграть его. А может, не поможет, я не знаю. Но я надеюсь, что поможет. Вы что мне еще верить, если не в это? Согласен. Увидимся, получается, где? На Риаде. На Риаде, и может быть до Риада еще влог какой-нибудь снимем. Что еще стоит сказать, это то, что мы разъезжаем сейчас в отпуск. 2 недели. На двухнедельный, да, Подаемся на визы. И подаемся на визы Шенген для того, чтобы попасть на International, потому что, скорее всего, инвайт у нас точно есть, результаты в целом неплохие. Ну это будет заниматься он. Этим стиркой? Визами и стиркой. Стиркой и визами будет заниматься Поел и он. обляпался. А кому виза не нужна? Виза не нужна ему, потому что он молдаван. Элитная страна. Молдаван, и нужна виза Луки. Вот он грузин, а нужна вот ему виза, мне виза, ребятам виза, и продам аккаунт Бравл Старс. Ветель, давай в конце, что ты будешь делать во время своего отпуска двухнедельного? Но здоровьем стоит заняться, поэтому, наверное, потрачу на здоровье. Но в доту буду поигрывать точно. Ну ты не хочешь прям перерыв от доты взять, чтобы потом у нас будет трехнедельная Да почти не. подготовка? Не, на самом деле, не думаю, что я буду брать перерыв. Я буду не войти поигрывать в доту чуть ли не каждый день, я думаю.